Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждают неожиданные союзы в политике, новые правила для украинских беженцев, изменения в социальной поддержке, отсрочку торговых пошлин США и Китая, а также спор вокруг солнечной энергетики. И это только начало. Впереди еще новости о личных финансах и планах правительства Фридриха Мерца. Если хотите быть в курсе и понимать, что происходит в Германии и Европе, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. А начну с истории, которая привлекла внимание всей страны. Телеведущий Йорг Пилава и политик Юлия Клёкнер стали парой. Об этом сообщают их знакомые, отметив, что они познакомились на празднике в родном городе Клёкнер через общих друзей. Юлия недавно развелась, а Пилава, отец 4 детей, уже несколько лет живет отдельно от супруги. По словам источников, они проводят много времени вместе, в том числе в избирательном округе Клёкнер, и уже познакомили свои семьи. Недавно в интернете появилось фото, сделанное на острове Сдюльт, где они сидят рядом, и этот кадр вызвал оживленное обсуждение. Сами Пилава и Клёкнер не дают комментариев, подчеркивая, что хотят сохранить личную жизнь в частной сфере. Я напомню, что Юлия Клёкнер с марта возглавляет парламент в Бундестаге и ранее занимала пост министра сельского хозяйства, а Йорг Пилава известен как ведущий популярных телепередач и обладатель престижных телевизионных наград. А дальше новость об украинских беженцах в Германии и сравнении с пребыванием в разных странах Европейского Союза. В ходе дискуссии о пособиях для граждан, которые были вынуждены покинуть родину, отмечается, что в разных странах Европы применяются очень разные правила. В Германии им с апреля 2022 года предоставляется базовая государственная помощь около 563 евро в месяц для одного взрослого плюс покрытие расходов на жилье и отопление. По последним данным, около 693 тысяч человек имеют на это право, а почти 500 тысяч из них способны работать хотя бы 3 часа в день. В Польше, где занятость беженцев превышает 60%, взрослые получают лишь детские выплаты. Примерно 180 евро на ребенка плюс небольшое доплатное пособие за второго и последующего детей и бесплатный доступ к образованию и медобслуживанию. В Чехии поддержка включает широкий набор мер. Это социальные выплаты, помощь с жильем, вещи первой необходимости. Программа рассчитана так, чтобы мотивировать к трудоустройству, и около 60% взрослых уже работают. В Италии прибывшим предоставляют доступ к системе здравоохранения, образованию и работе, а также временное жилье. Раньше платили денежную помощь в течение нескольких месяцев, но сейчас предоставляют преимущественно услуги, а не выплаты. В Нидерландах введена система средств на проживание, взрослым выплачивают примерно 315 евро, а после оформления оплачиваемой работы эта поддержка прекращается и семья получает обычное пособие, то есть детские выплаты, помощь с жильем. В Болгарии предусмотрена однократная помощь до 806 евро, а также социальные льготы наравне с гражданами, плюс размещение при отсутствии собственного жилья. В Румынии выплаты зависят от трудовой активности. Одиноким около 100 евро, семьям втрое больше. Через месяц, чтобы продолжить выплаты, нужно подтвердить поиск работы или официально зарегистрировать детей в школе. Также предоставляется базовое медицинское обслуживание. И еще одна важная новость. Федеральное агентство по труду планирует прекратить выпуск краткой информационной брошюры о базовом социальном обеспечении на иностранных языках. Ранее такой документ выпускался не только на немецком и языке упрощенного изложения, но и различных других, например, арабском, болгарском, английском, французском, фарси даже, румынском, русском, украинском и турецком. Его создали в ответ на возросший спрос в условиях миграции. Однако теперь руководство агентства считает, что необходимость в таких переводах отпала. В будущем, как пояснила представитель ведомства, брошюра будет доступна только на немецком языке и в упрощенной версии. При этом англоязычные материалы останутся в онлайн-формате, будет продолжено информирование о том, как получить базовое социальное обеспечение. Ранее оппозиционные критики расценили распространение брошюр на разных языках как открытое приглашение получить доступ к социальной помощи. Теперь это обсуждение приводит к изменению подхода. Ведомство стремится сохранить информативную функцию, но сузить формы распространения, ориентируясь на бытовое восприятие и акцент на немецкоязычные ресурсы. А дальше еще интереснее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары еще на 90 дней, до 10 ноября.
По его указу все остальные условия действующего соглашения остаются неизменными, что дает дополнительное время для продолжения переговоров. Китай в ответ сообщил, что временно сохраняет пошлину на американские товары на уровне 10%, а также намерен убрать нетарифные барьеры для американских продуктов. Такой шаг предотвращает сразу несколько инструментов эскалации в торговом конфликте. Без продления пошлины в Соединенных Штатах Америки могли бы вырасти до 145%, а Китай мог бы ответить введением собственных пошлин. Трамп подчеркнул, что отношения между ними и представителем Китая идут очень хорошо, и, возможно, в этом году состоится встреча лидеров. Американский бизнес положительно оценил возможность более надежного планирования в условиях остающейся неопределенности. Я напомню, что переговоры между странами проходили весной в Женеве, затем в июле в Стокгольме, однако без значимых достижений. Обе стороны продолжают обмен уступками. Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на экспорт микросхем и этана, а Китай обеспечил доступ к редкоземельным ресурсам для американских компаний. И это еще не все. Министр экономики Катарина Райхе предложила пересмотреть систему поддержки новых частных солнечных установок. Она утверждает, что небольшие установки уже выгодны без финансовой помощи, цены на оборудование и аккумуляторы значительно снизились, при этом гарантированная выплата за подачу электроэнергии в сеть для уже действующих установок остается в силе в соответствии с существующим правом. Критики, особенно представители партии «Зеленых», выступили с жестким несогласием. По их мнению, отказ от поддержки частных установок угрожает климатическим целям и обернется убытками для многих местных властей, предприятий, фермеров и сторонников экологии. Как подчеркнул один из лидеров партии, сторонники децентрализованной энергетики должны сейчас активизироваться, ведь у этой политики есть те, кто может понести потери. Представители отрасли также предостерегают без надежных условий инвестиций и стимулирующих мер сокращение числа солнечных проектов станет неизбежным. Они призывают путь развития делать через модерацию и цифровизацию, а не через отказ от поддержки. А дальше хотел бы перейти к новости о личном финансе. Существует широко распространенный миф, будто после повышения зарплаты у человека в кошельке остается меньше денег, а не больше. Но это невозможно. В математическом смысле такой сценарий маловероятен. Причина этого заблуждения – это путаница между предельной и средней ставкой налога. В прогрессивной налоговой системе повышенная ставка применяется лишь к дополнительным заработанным суммам, а не ко всему доходу. В результате, даже при увеличении ставок для части дохода общее чистое поступление всегда больше, чем до повышения. Давайте возьмем пример. Зарплата увеличилась с 45 тысяч евро до 47 тысяч евро в год. Только дополнительные 2000 евро облагаются по более высокой ставке, а остальная часть остается по теми же условиями. В итоге чистый доход все равно возрастет. Сложности могут возникнуть, когда доход сочетается с государственными пособиями. Например, при получении финансовой поддержки, такое как выплаты на детей или на жилье. В таком случае повышение может сократить или убрать полностью выплаты, и тогда чистый доход действительно может уменьшиться. Но это не из-за налогов, а из-за уменьшения субсидий. Итак, ключевой вывод. Повышение дохода никогда не делает человека беднее, просто прирост может быть не таким ощутимым, как ожидалось. Чтобы избежать разочарования, имеет смысл обсуждать с работодателем получение не только зарплаты, но и льгот. Например, проездной билет, суточный или другие бонусы, которые поступают чистыми и выгоднее обычного увеличения. А дальше новость о том, с какими проблемами сталкивается правительство Фридриха Мерца и смогут ли они решить данные вопросы. Итак, в 2024 году государство выплатило, внимание, 3,2 миллиарда евро родителям-одиночкам в качестве аванса на алименты. Это на 551 миллион больше, чем годом ранее. Однако вернуть эти средства от родителей, которые не выполняют свои обязательства, удалось вернуть лишь в 17% случаев или около 545 миллионов евро, несмотря на то, что такая практика существует уже несколько лет. Если родители обязаны выплачивать алименты, этого не делать или делать нерегулярно, государство берет на себя выплату заемщикам-одиночкам.
Но впоследствии попытка взыскать эти деньги с должников работает нечасто. Судя по цифрам, вернуть компенсацию удается лишь в меньшинстве случаев. Причем такие показатели находятся примерно на среднем уровне с 2018 года. Финансирование аванса осуществляется совместно с федеральным правительством на 40% и земельными властями. В рамках коалиционного соглашения союзники по власти договорились ужесточить меры воздействия на должников, в числе предлагаемых мер даже временное ограничение прав на управление автомобилем за отказ выплачивать алименты. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.